Hunter x Hunter – знаменитая работа Йошихиро Тагаши, которая уверенно заняла место в списке лучших сёнэнов за всю историю аниме. Но так ли хорошо вы знакомы с этой вселенной? Я расскажу о том, почему вам стоит обратить внимание на версию 1999 года, в чем она опережает адаптацию от студии Madhouse, чем отличаются эти сериалы, а также как различия в видениях студии на одну и ту же мангу показали нам два совершенно разных произведения, использующих одинаковый сюжет. Не буду лукавить, Hunter x Hunter был и остается для меня эталоном многосерийного сёнэна. И именно по этой причине я начал погружаться в творчество Тагаши глубже и глубже. Так я добрался до его первой, крупной адаптации «Отчет о буйстве духов». А услышав немало мнений о том, что именно в версии 1999 года Hunter x Hunter раскрывается во всей своей красе, познакомился и с ней. По сюжету главный герой 12-летний мальчик по имени Гон Фрикс хочет найти своего отца. Тот ушел из семьи, выбрав жизнь охотника, так в аниме называют искателей приключений, своеобразных профессионалов в самых разных областях. Для того, чтобы встретиться с отцом, а также понять, так ли интересно быть охотником, молодой Гон решает встать на тот же путь. Так начинается его история. Но раз уж сюжет у обеих работ одинаковый, персонажи совершают те же действия, адаптации позволяют себе очень незначительные отступления от манги, что же делает произведения такими разными. Как бы банально это ни прозвучало, но за 10 с небольшим лет визуальный стиль произведений стал отличаться. И я сейчас говорю не только о рисовке. Все дело в акцентах, которые казались более удачными в конкретном временном периоде и для конкретной студии, ответственной за адаптацию. Так, например, Hunter x Hunter 2011 года предпочел постоянно играть на контрастах. Используя светлый стиль как раз под стать мальчиковому духу приключений, студия Madhouse раз за разом разбивала все накопленные впечатления, переворачивая настроение работы тогда, когда это было необходимо. Сюжет первоисточника отлично этому способствовал. Ведь именно в Hunter x Hunter Тагаши отточил свои навыки после отчета о буйстве духов, сделав эталонное детское приключение посреди взрослого мира. Подобный прием отлично удался Акихито Цукуши в своем произведении, созданной в бездне. В противовес этому в адаптации Хантера 1999 года студия Nippon Animation считала с мангой немного другой стиль. Вся работа выполнена в более мрачных тонах, которые опутывают произведение по ходу повествования. В ней почти нет отвлечений на более радостные или беззаботные моменты, а даже такие передышки в ходе повествования обыгрываются максимально меланхолично. Они ощущаются не так резко, как в адаптации 2011 года, где мы постоянно переключаемся между линзами розовых и темных очков. Тут это скорее маленькая передышка, во время которой герои и зритель не забывают о настоящей картине мира. По этой причине для меня визуальный стиль в Hunter x Hunter 1999 года кажется более целостным и последовательным. Не стоит забывать и о цензуре, которая была вклинена в версию 2011 года. По сути, обе адаптации имеют рейтинг PG-13, что на самом деле уже абсурд. Но все мы знаем, что возрастной рейтинг в Японии работает весьма странно. Старый Hunter x Hunter подавно не стесняется демонстрировать нам очевидно более жестокие кадры. Как пример можем взять сцену с экзамена охотника, противостояние Киллуа и Джонаса Потрошителя. В обеих адаптациях Киллуа демонстрирует свою сущность убийцы, создавая противоречивый контраст для зрителя и всей команды за исключением Гона. Однако, если в версии 2011 года Киллуа вырывает сердце оппонента, удобно завернув его в оторванный кусок ткани с одежды, Киллуа из версии 1999 года не стесняется показать нам еще бьющееся сердце противника таким, какое оно есть. Подобный момент мы можем пронаблюдать в противостоянии Гона и Ханза и нескольких других сценах. Все эти моменты невольно заставляют нас относиться к работе иным образом. Наш мозг может представлять и додумывать то, о чем нам рассказывают или показывают завуалированно, однако когда дело доходит до максимально близкой и достоверной демонстрации чего-то, что способно вызвать шок, это обретает уже совершенно другой по влиянию эффект. Собственно, визуальный стиль, о котором я говорил, также является частью, которая значительно влияет на атмосферу в произведении, однако я выделил отдельный пункт, чтобы затронуть еще пару интересных моментов. Первым из них будет живость мира.
Думаю, ни для кого не секрет, что когда ты веришь в окружающий героев мир, это крайне положительно сказывается на общем впечатлении от работы. А что у нас хорошо раскрывает вселенную в произведении? Правильно, его логика, живость и мелкие детали, которые способствуют первым двум пунктам. И на самом деле обе адаптации отлично справляются с этим аспектом. Хантер за это и ценится, что персонажи именно являются частью мира, а не его ключевой точкой, вокруг которой этот самый мир вращается. Однако есть парочка небольших плюсов в копилку старой адаптации, о которых я не могу не упомянуть. Например, сцена из третьего эпизода, где Гон первый раз встречает Курапику на корабле во время шторма. Наверное, при первом просмотре это даже особо не бросается в глаза, но увидев паука, глаза Курапики краснеют, и он швыряет его подальше от себя. Такие мелочи могут даже не восприниматься нами как что-то важное. Мы можем даже не вспомнить об этом, когда сюжет Курапики начнет раскрываться. Однако все это в сумме влияет на раскрытие персонажей и мира и оставляет такие маленькие вкусные детали. И таких моментов на самом деле тоже немало, однако о более значимых отличиях в сюжете я поговорю в отдельном пункте. А теперь считайте меня сумасшедшим, но я хочу поговорить об одежде героев. Потому что именно в адаптации 99-го года ее на порядок больше. Ну и что, спросите вы, одежда и одежда, чего о ней говорить? Вот только спешу напомнить, что одежда – это часть образов персонажей, в которых также сокрыто описание героев как личностей. Более того, наличие разной одежды у персонажей очевидно делает их более живыми. Об этом не часто задумываешься, но ведь, как правило, героям и правда придумывают запоминающийся и подходящий образ, и персонажи носят его будто супергеройские костюмы. Но перед нами не супергерои, а обычные люди, отчего такой ход смотрится слегка нелепо. Тут же мы можем увидеть большое количество образов для Киллуа, а также новые наряды получает и Курапика. Также причина, по которой я решил акцентировать ваше внимание на этом моменте, стал тот факт, что сам Тагаши большой любитель нарядить своих персонажей в разнообразные стилевые наряды. Что в отчете о буйстве духов, что в Hunter x Hunter мы видим стильные образы, а также путем пары кликов легко отыщем артбуки с любимыми персонажами в нестандартных аутфитах, причем в позах, полностью копирующих моделей с обложек журналов. Вообще, если вам интересно поговорить о том, как одежда раскрывает героев, о влиянии моды на создание образов аниме и какие произведения сами вдохновляли реальных дизайнеров и бренды, то пишите об этом в комментариях, я с удовольствием расскажу об этом в отдельном видео. Хоть я и сказал, что обе адаптации работают с одинаковым сюжетом оригинала, все же некоторые отличия в нем есть. Некоторые моменты из манги было решено опустить или же перенести, что-то студии добавили от себя, какие-то сюжеты просто были поданы по-другому. Например, первые же два эпизода адаптации отличаются друг от друга довольно весомо. В Hunter x Hunter 99-го года знакомство Гона и Кайта происходит в первой же серии, как это и было подано в манге. Кайта спасает Гона от зверя в лесу и говорит прикончить его детеныша, потому что ему не выжить одному. Тут же мы сразу формируем первое впечатление о Гоне как о герое из одной, казалось бы, незаметной детали. Даже в своем юном возрасте, а Гону на тот момент, напоминаю, было 9 лет, он осознает вину за гибель животного, сам выкапывает могилу, а также берет на себя ответственность за детеныша. И именно от Кайта еще маленький Гон узнает, кто такие охотники и что его отец жив. До этого момента тетя Гона, Мита-сан, скрывала от него, что его отец ушел из семьи. Она заверяла, что Джин жил и работал на Китовьем острове до самой своей смерти. И ведь посудите сами, цель Гона осталась одинаковой в обеих работах – пройти экзамен, чтобы попытаться найти своего отца. Но подано это совсем по-разному. В версии 2011 года для Гона не было сюрпризом, куда делся его отец, он уже принял это и терпеливо ждал, пока Мита-сан отпустит его на экзамен. И когда он наконец выловил рыбу, это дало отмашку его приключениям. Работа начинается именно как веселое приключение, подобно One Piece. В версии же 1999 года Гон внезапно узнает о настоящей жизни своего отца, о том, что его ближайшие родственники скрыли от него правду. Он не может понять, почему отец ушел. И так он принимает решение готовиться к своему 12-летию, чтобы отправиться на экзамен. Он лично видит силу Кайта и признает работу охотников как нечто важное и впечатляющее. В этой версии Гон также ловит огромную рыбу, чтобы выполнить задание Мита-сан,
Однако если в истории 2011 года это задание выглядело как невыполнимое условие, чтобы не отпускать Гона, в старом Хантере после его неудачных попыток она сама вручает ему ту самую удочку, которой отец поймал эту же рыбу. Все эти маленькие моменты создают другое настроение работы. Она более не воспринимается как легкое и интересное путешествие. Акценты больше стоят на личной драме героя и на том, что путь, который для себя выбрал Гон, не является таким простым. Во второй серии нас также ждут отличия, потому что Гон не сразу попадает на корабль, для начала ему предстоит отыскать путь до него. И по ходу этих поисков он уже знакомится с Леорио. Не то чтобы это принципиально что-то меняет, но создает какое-то более реалистичное и приземленное знакомство между троицей героев. Так сначала Гон и Леорио действуют сообща, потому что им так удобно, а затем уже знакомятся и с Курапикой. Их дальнейшее взаимодействие построено на взаимовыгодном сотрудничестве, в то время как в версии 2011 года они стали работать вместе постольку-поскольку. И опять же, не то чтобы все это сказывается на работе, или версия 2011 года кажется плохой. Да нет, почему же? Просто такие маленькие детали выглядят более продуманными и нативными, а значит куда лучше погружают нас во вселенную. Пойдем дальше. Знали ли вы, что в Hunter x Hunter 99 года есть филлеры? А что если я скажу, что в этой адаптации есть целая филлерная арка, и она очень уместно вписалась в сюжет? Речь пойдет о целом этапе экзамена на охотника. После Триктаура героев привозят на остров, где они должны дождаться следующего этапа экзамена. На том месте присутствует гостиница, однако чтобы расплатиться за нее, необходимо найти сокровища на острове. По сути, ничего безумно интересного мы тут не видим, разве что занимательно понаблюдать за взаимоотношениями между персонажами в отеле. Вот только спустя пару дней организаторы экзамена покидают остров, а будущие охотники быстро понимают, что оказались в ловушке. Они одни на необитаемом острове, который вот-вот пойдет на дно. Арка получилась по-настоящему мрачной и напряженной. Зрители, герои остаются в неведении, а кандидаты могут погибнуть все разом, так и не дойдя до следующего этапа. Если говорить о ней подробнее, то героям предстоит поработать сообща, чтобы починить старый корабль и покинуть остров. В это время им придется подавить неприязнь между друг другом и прийти к общему мнению, как им правильнее поступить. Молодые охотники научатся распределять обязанности и использовать свои сильные стороны. Но есть один куда более важный момент. Напоминаю, что после этого экзамена следующий на очереди был 4-й этап. Именно в нем героям предстояло охотиться друг на друга, чтобы отобрать значки. И какой же замечательный контраст создала Nippon Animation. Герои, которые только что работали как единый механизм, вынуждены бороться друг с другом. Особенно показательно это сработало, когда Гон спасает вот этого доходягу с трубкой, а уже в следующем этапе он же отбирает значки у Гона. Ведь такие ситуации тоже отличная проверка качества охотника. Что мы получаем в итоге? Расширенную историю, часть которой не была раскрыта в новой адаптации. Просто сногсшибательную атмосферу арки Йоркшена и ее божественный опенинг. Лично от себя добавлю в плюс арку Острова Жадности, которая мне в адаптации 99 года понравилась больше. А также отличный повод пересмотреть любимую историю под другим углом. Ну и конечно стоит пару слов сказать о финале работы. На момент выхода сериала манга активно выходила, так что к моменту новой экранизации Тагаши уже дописал еще 2 арки. Это арка Муравьев-Химер и арка Выборов. То есть оригинальный сериал и 3 овы заканчиваются на том, что Гон и Киллуа прошли Остров Жадности и используют карту перемещения к Джину. Именно этим заканчиваются 92 эпизода оригинального сериала. И пусть он и оставляет недосказанность, встретит ли Гон своего отца, он все равно получается очень душевным и приятным. Ведь все же мы смотрим эту работу ради приключений Гона, а не конечного итога. Так фанаты франшиз смогли посмотреть 2 новые арки в следующей адаптации, а некоторые ознакомились с ними в манге, которая, к слову, выходит и по сей день. Тем более, какие эмоции все испытали, когда Тагаши нагнал интриги про темный континент и показал известный героям мир в сравнении с новыми землями. Несмотря на то, что Тагаши постоянно то уходит, то возвращается из хиатуса, за последний год у фанатов серии появилась надежда, что работа вновь будет выходить более стабильно. И когда-нибудь все мы узнаем, чем закончилась история этого парня. А если вам вдруг оказалось мало, и вы, как и я, вдохновились творчеством этого автора, прошу на мое видео про Ю Ю Хакусо.
Ну а я по традиции поблагодарю спонсоров канала и пойду работать над новым видео.